Я хранитель этого мира. Все вы должны следовать моим правилам, если хотите жить. Сяо Янь во второй раз отправился в небесную гробницу к своему предку Сяо Сюаню. Но зачем? Сказать честно, Сяо Янь надеялся, что сможет каким-то образом воскресить его, а Сяо Сюань со своей мощью помог бы в битве против Хунь Тяньди. К сожалению, вернуть предка было невозможно, однако то, что произошло в небесной гробнице, стало переломным моментом. Сяо Янь получил от Сяо Сюаня то, что стало ключом в его развитии и в дальнейшем помогло прорваться в класс Доуди. Но и сам предок пожертвовал собой. Что это за сокровище? Давайте рассмотрим. Весь секрет заключался в небесной гробнице. Это ненормальное место не должно существовать. Я думал уничтожить его еще в те времена, произнес Сяо Сюань. Небесная гробница не хоронит ни одного посредственного человека. Бесчисленные фрагменты душ в этом месте были чрезвычайно сильными людьми при жизни. Сяо Сюань повернул голову в сторону Сяо Яня. Я использую душу небесной гробницы, чтобы помочь тебе. Сможешь ли ты пробиться через совершенное небесное состояние к божественному, будет зависеть от тебя. Да, божественное состояние души. Сяо Янь был поражен. Все, что хоть немного связано со словом «бог» в этом мире, являлось синонимом силы. Не имело значения, был ли это уровень бога или целебная пилюля божественного ранга. Все это было высшим в глазах каждого. Точно так же в эту категорию входила и душа в божественном состоянии. Сяо Янь знал, что на нынешнем континенте Доу Ци жило лишь два человека с божественной душой. Это были Гу Юань и Хунь Тяньди. Нынешняя духовная сила Сяо Яня оставалась в совершенном или идеальном небесном состоянии. Этот уровень находился в шаге от божественного состояния, но многим экспертам никогда не удавалось пересечь этот небесный барьер. Как алхимик, Сяо Янь четко понимал сложность, поэтому, услышав, что Сяо Сюань собирается предоставить ему возможность достичь божественного состояния души, Сяо Янь не мог не ошеломиться. Как такое может быть возможным? Это действительно чрезвычайно сложная задача. Сяо Сюань улыбнулся. Он посмотрел на туманное пустое пространство и произнес: душа небесной гробницы, о которой я упомянул, это не фрагмент души этого места. Это душа самой небесной гробницы. У этой небесной гробницы действительно есть душа? Сердце Сяо Яня задрожало. Это странный живой дух. Это живое существо, которое было сформировано из бесчисленного количества фрагментов душ с тех пор, как была построена небесная гробница. Она управляет этим местом и одновременно дает этим энергетическим телам желание пожрать кого-либо. Даже Гу Юань и остальные не знают об этой душе гробницы. Бог, построивший эту область, мог считаться обладателем непредсказуемого мастерства. «Насколько она сильна?» — спросил Сяо Янь. Похороненные в небесной гробнице люди были чрезвычайной силы. Очень сильна. Сяо Сюань улыбнулся. Эти два простых слова заставили Сяо Яня дышать глубже. Душа небесной гробницы смогла заставить Сяо Яня произнести такие слова, значит, она была чрезвычайно ужасающим существом. Но Сяо Сюань мог справиться с ней. Он поднялся в воздух. Великий Сяо Сюань! Он, наконец, собирается напасть на нее. Душа небесной гробницы заразила фрагменты душ желанием пожирать друг друга. Небесная гробница в прошлом была простым местом отдыха, предоставляемое высшим экспертам. Однако, с момента образования души небесной гробницы эта область исказилась. Появились люди, которые пытались бросить вызов душе небесной гробницы. Однако они были с легкостью сожраны ею. Единственным человеком, которого она боялась, был Сяо Сюань. Давным-давно уже многие умоляли Сяо Сюаня облегчить им страдания. «Теперь моя миссия будет завершена. Я помогу вам всем!» Все энергетические тела собрались и смотрели на Сяо Сюаня. Сяо Янь также наблюдал за этим. Действия Сяо Сюаня не понравились душе небесной гробницы. Она пришла. Сяо Янь ощутил пугающее духовное колебание. Из пустоты возникло гигантское лицо. «Это душа небесной гробницы?» «Сяо Сюань, мы никогда не вмешивались в дела друг друга. Ты планируешь
нарушить наше соглашение?» Огромное лицо посмотрело на Сяо Сюаня в небе. Тот мягко сказал: «Твое рождение само по себе является ошибкой. Вполне вероятно, что основавший небесную гробницу Бог не ожидал, что здесь родится такое существо». «Бред! Я хранитель этого мира. Все вы должны следовать моим правилам, если хотите жить». «Все они жили из-за небесной гробницы, а не из-за тебя», — покачал головой Сяо Сюань. «Небесная гробница — это я!» Голос души внезапно стал намного резче. «Ты не небесная гробница. Ты образовалась благодаря сбору фрагментов душ. С определенной точки зрения они твои создатели». Слегка улыбнулся Сяо Сюань. Он направился к огромному лицу и внезапно странно заискрился. Выглядело так, будто его душа сжигалась. «Передай свою духовную сущность». Странное пламя вырвалось из тела Сяо Сюаня во все стороны. «Сяо Сюань, ты сумасшедший! Сжигая душу, ты полностью исчезнешь из этого мира!» Сяо Янь задрожал. Будучи алхимиком, он прекрасно понимал, почему душа воспламеняется. Это был метод, похожий на самоуничтожение тела, который позволил высвободить чрезвычайно большую силу на короткое время. Однако ценой такой силы являлась жизнь человека. То, что сейчас делал Сяо Сюань, было сжиганием души. Он сжигал душу, чтобы резко увеличить свои силы. «Предок!» Глаза Сяо Яня непроизвольно покраснели. Сяо Сюань не упомянул, какой ценой будет эта мощь. «Моя миссия завершена. Неважно, выживу я или умру». Сяо Сюань просто улыбнулся. Он направил пылающую руку в сторону лица. Душа небесной гробницы яростно взревела, вся небесная гробница дрожала. Сяо Сюань продолжал стоять, несмотря на жестокую атаку души. Его пламенное копье пронзило душу гробницы. Пламя распространялось, и от души небесной гробницы раздался жалкий визг. Сяо Янь смотрел. Нынешняя духовная сила Сяо Сюаня уже достигла ужасающего уровня. Как ни старался Сяо Янь, он не мог определить ее предел. Очевидно, что сожжение души позволило Сяо Сюаню стать непобедимым. Но успех требовал цены в виде сжигания души Сяо Сюаня. «Сяо Сюань, я не позволю тебе уйти!» Душа небесной гробницы дико боролась, но в итоге Сяо Сюань взял верх. Появилось кристально чистое скопление света, извлекаемое из тела души небесной гробницы. Рука Сяо Яня потянулась к сгустку этого света. «Это духовная сущность небесной гробницы». Сяо Янь однажды получил часть духовной сущности из филиала Золодуш, что и помогло ему прорваться в идеальную небесную стадию. Однако та духовная сущность казалась ничтожной по сравнению с этой. Ее чистота была во много раз сильнее, чем духовная сущность из Зала душ. Сяо Сюань посмотрел в сторону Сяо Яня. «Малыш, это все, что я могу сделать. Очисти и поглоти ее». «Предок». Сяо Янь посмотрел на Сяо Сюаня, который улыбался ему. Сяо Янь наблюдал за кристально чистым световым скоплением. Могучая, духовная сила, распространявшаяся внутри него, была столь же глубока, как и океан. Даже его совершенное небесное состояние души оказалось крошечным пред этой силой. Душа небесной гробницы была сформирована фрагментами душ бесчисленных экспертов после их смерти. Духовная сила, которую она содержала, могла быть описана только как ужасающая. «Предок, я, безусловно, возражу славу клана Сяо». Сяо Янь глубоко вздохнул. Он еще раз уважительно поклонился Сяо Сюаню, после чего он больше ничего не говорил. Он сделал шаг вперед и сразу вошел в скопление яркого света. Сразу же вспыхнул свет и поглотил все тело Сяо Яня. Сяо Сюань выглядел бледным, когда он стоял в небе, но был крайне доволен своим потомком. Возможно, Сяо Янь сможет закончить то, что не получилось у него тогда. «Надеюсь, я дождусь, когда ты выйдешь оттуда, малыш», — пробормотал Сяо Сюань. Он просто сел и ждал. Тело Сяо Яня парило.
Световое скопление не казалось большим, но он не ожидал, что за ним находится другой мир. Исследовав это море, Сяо Янь пришел к шокирующему выводу. Это море на самом деле было полностью сформировано духовной силой. Неудивительно, что даже предку пришлось сжечь свою собственную душу. Он понял, почему Сяо Сюань должен был использовать этот метод взаимного самоубийства при нападении на душу небесной гробницы. Это было потому, что даже Сяо Сюань не был полностью уверен, что победит душу небесной гробницы в своем обычном состоянии. Сяо Сюань действительно даровал ему великий дар. Сяо Янь крепко сжал кулак. Богатство духовной силы в этом месте даже изменило течение времени. С определенной точки зрения это была небесная гробница, которая была сжата во много раз. Течение времени в этом месте было, вероятно, даже медленнее, чем в небесной гробнице. Небесная гробница в небесной гробнице. Он не знал, сможет ли он очистить все это огромное духовное море в течение 2 месяцев. Свирепое очищающее пламя лотоса начало распространяться изнутри огромного духовного иллюзорного тела. Ужасающий жар возник по всему пространству. Духовное море, посреди которого сейчас находился Сяо Янь, начало бушевать. Пока Сяо Янь, подобно киту, пожирал и очищал духовную силу, давление, исходящее от его души, также постепенно становилось все более ужасающим. Его возрастающая духовная сила постепенно приближалась к легендарному состоянию Бога. Уже прошел 1-й месяц. Сяо Сюань тихо сидел за пределами скопления чистого света. Его глаза были закрыты. Тело стало гораздо бледнее, чем месяц назад. Более того, он тоже начал стареть. Каждый мог сказать, что он уже близок к концу своей жизни. Однако он продолжал упорно ждать. Многие энергетические тела наблюдали за постепенно бледнеющим телом Сяо Сюаня. Они ощущали некоторую печаль. Самое печальное – падение героя. Сяо Сюань был несравненным человеком. И когда он был жив, и когда он стал мертв. Однако сейчас он просто выглядел обычным стариком. Его глаза медленно открылись, пожилое лицо показало улыбку, а тело стало почти иллюзорным в этот момент. «Малыш, мое время почти пришло». 1 месяц в небесной гробнице соответствовал для Сяо Яня целому году. Сумеет ли Сяо Янь прорваться? И неужели предок Сяо Сюань навсегда исчезнет? Рассмотрим это в дальнейшем. Ставьте много лайков, чтобы продолжение вышло быстрее. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.